Сегодня у нас необыкновенно ароматный, необыкновенно вкусный, невыразимо прекрасный шашлык из курицы по-ирански. Смотрите от начала и до конца. Как говорят в Одессе, была бы курочка, приготовит и дурочка. А как приготовить шашлык из вот таких довольно скучных запчастей от бройлерных цыплят? Вот для этого нужны опыт и знания, которыми я с вами сегодня поделюсь. Слушайте внимательно. Ну, во-первых, цвет. Мне этот бледно-розовый синюшный цвет не нравится. Мне нужен цвет яркий, желтый, как у порядочной курочки. Цвет можно подправить при помощи шафрана, при помощи софлора, бархатцев, куркумы. Вы пойдите на рынок. Желтые красящие специи купить проще всего. А настоящий шафран необходимо залить кипятком и дать ему настояться, как чаю завариться. А заставить курицу издавать волшебный аромат можно при помощи продуктов, которые многие считают кухонными отходами. Посмотрите, что у меня. Это цедра от апельсина. Прежде чем из апельсина выжать сок, мы с него сняли цедру овощечисткой. Ну а перец горошком, я надеюсь, у всех найдется. Для того, чтобы и цедра, и перец растерлись в ступке хорошо, я беру ложку крупной соли. Зная, что в маринаде будет довольно много кислых веществ, я добавляю еще и ложку сахара. Сахар тоже поможет перетереть специи. Если у вас пока нет привычки снимать апельсиновую цедру, сушить ее и хранить вместе со специями, я подскажу вам другой способ. Можно взять и свежий лимон, и свежий апельсин, тщательно смыть с него воск, взять терку и натереть свежую цедру. Вы не поверите, но весь аромат лимона вот здесь, в цедре, в эфирных маслах, а вовсе не в лимонном соке, который мы тоже непременно выдавим. Но сначала сок луковый. Натираем лук через терку. Вот столько лука, пожалуй, что и достаточно, потому что сейчас к луку придет его брат. Чеснок. Хорошая головка чеснока отправится в маринад. И теперь все, что мы подготовили, необходимо переложить в колбу от блендера. Соль, перец, сахар, цедра. Все сюда. Понимаете, что получается? Мы фактически с вами взбили майонез с перцем, с цедрой от цитрусовых. И мало того, мы сейчас сюда добавим немного шафрана. Но это еще не все. Теперь сюда надо добавить сок от половины лимона. Помимо специй в этом маринаде действует чесночный сок, лимонный сок, луковый сок. Но мало того, будет действовать еще и молочная кислота из обычного йогурта, без фруктов, либо сметаны. Для того, чтобы сметана не потеряла свою вязкость, ее ни в коем случае нельзя взбивать блендером. Вот эти длинные белковые молекулы, которые образовались в результате действия кислоты, просто-напросто разрушится. Поэтому перемешиваем маринад со сметаной. И теперь осталось нарезать курочку и покрыть ее маринадом. Однако курица – птица, требующая вдумчивого подхода. Вот это бедрышки. Их необходимо готовить на отдельном шампуре. Вот это грудки. И, разумеется, их надо готовить на отдельном шампуре. Ну а голяшки и крылышки не перепутаешь. Поэтому их будем мариновать в отдельной посуде. И заливаем всю курятину маринадом.
Маринад должен густо покрыть каждый кусочек курятины. Вы думаете, я сегодня показываю вам что-то новое? Нет. Этот и другие рецепты шашлыка давным-давно опубликованы в моей книге «Мангал». Вот здесь как раз рассказано о приготовлении цыплят в маринаде по-ирански. Заказать эту и другие мои книги вы можете вот по этой ссылке. Накрываем все крышками для того, чтобы весь холодильник не пропах. И оставляем на 8, 10 или даже 12 часов. Необходимо, чтобы маринад как следует пропитал курятину. А вот это все, еще немного шафранового настоя, 100 грамм хорошего сливочного масла и сок из 1,5 лимонов нам понадобится возле мангала. Все кусочки кур, цыплят нанизаны на шампуре, но мы еще не готовы с вами жарить, потому что у нас пока нет второго соуса. Соуса, который мы будем использовать для смазки шашлыка. Берем лимон, выжимаем сок, еще один лимон. Это еще не все. Сливочное масло. Уже теплое, уже течет буквально. Его тоже вот сюда, в соусник. И шафран. Шафрановый настой. Не только для красивого цвета у будущего шашлыка, но еще и для особого, буквально в смысле слова, царского аромата. Чтобы масло растаяло, я ставлю ковшик вот сюда, на горячие кирпичи. А сейчас нам надо заняться углем. Самый лучший подарок – тот, который приносит радость и удовольствие, особенно если речь идет о мужских удовольствиях. Самый лучший подарок – тот, который приносит пользу. Например, кому не хотелось бы наконец-то разобраться в приготовлении мяса? Самый лучший подарок – это то, что принесет хорошее настроение в погожий, солнечный день. Самый лучший подарок – тот, что способен научить чему-то полезному и вкусному, ведь казан на кухне, как рояль в оркестре. Самый лучший подарок – это расширение кругозора. А вы думали, что плов – это блюдо с единственно верным рецептом? А не пора ли покорить все вершины великого блюда? Самый лучший подарок – тот, что может сделать человека счастливым. Ничто не укрепляет семью так, как вкусное и доброе застолье. Отличный подарок – это книга с новыми рецептами из хорошо знакомых продуктов, к тому же приглашающая в очень вкусное путешествие в мир Востока. Самый лучший подарок, когда все самые любимые и популярные рецепты собраны в одном месте, где текст превращается в видео, а картинки оживают. Полюбуйтесь, какой красавчик. Самый лучший, самый ценный подарок – это дружба между братскими народами. Теперь вы совершенно точно можете сказать, что с татарами вы уже давно пуд соли съели. Моя самая новая и самая любимая книга рассказывает о земле и раскрывает всю душу татар. Эти книги теперь можно купить любым удобным для вас способом. С автографом в моем личном интернет-магазине, либо с быстрой доставкой через Озон, либо с большими скидками и кэшбэком в мегамаркете. Ссылки в описании к ролику, а также в верхнем комментарии. Вся курятина покрыта густым соусом. Прежде чем курятина начнет жариться, соус должен подсохнуть, понимаете? А мы нашей смазкой не должны ему давать высохнуть. Вот эти 2 шампура с грудками я поставлю позднее, чтобы у нас весь шашлык получился в одно время готовым.
Смазывать. Скорее смазывать. Перевернули и немедленно смазывать. Этому шашлыку я научился в Дубае. В иранском ресторане «Хаттам». За 2 квартала от этого ресторана пахло так, что ноги у всех сами туда бежали, к этому ресторану. А мангал был расположен вместо подоконника. Представляете себе, люди идут по тротуару, никого не трогают, а здесь вдруг вот такой кебаб жарят. Конечно, все останавливались, конечно, все заходили и ели этот удивительно вкусный, удивительно сочный, удивительно румяный куриный шашлык. Только поворачивай и сразу же смазывай. Ох! Посмотрите, какой соус. Видите, какой соус? Я к маслу прикасаюсь, у меня масло на кисточке оседает. А я провожу этой кисточкой по куриным лапкам. И масло тает. Тает и течет по лапам, смазывает их, пропитывает их вкусом, ароматом. А сливочное масло, которое капнет туда в угольки, сгорает с белым густым дымом невероятного вкуса и аромата. Опять переворачиваем. Великолепный, потрясающий шашлык. Но вы бы знали, как много умения, как много усилий он требует, как много внимания. Просто как маленький ребенок. Но получается он. Вы знаете, каким получается этот шашлык? Наверное, это один из самых восхитительных шашлыков, которые я умею готовить. Однажды я готовил такой шашлык для очень известного ресторатора, богатого человека, который объездил весь мир, побывал во всех 3-звездочных ресторанах. Это подаем этот шашлык из 100-рублевой курицы. Он пробует и вздрагивает. И я отлично понимаю, какая мысль пробежала у него в тот момент. Боже, как это вкусно! И спасибо этому человеку, что он не стал важничать, что он сказал мне откровенно: поздравляю вас, это очень вкусно. Знаете, чего я хочу? Я хочу, чтобы вы тоже приготовили такой шашлык, чтобы показали мне фотографию этого шашлыка. И я напишу вам: поздравляю вас, это очень вкусно. Приятного аппетита!